Есть! Есть, ребята! А-ха-ха! Есть! Опа! Сегодня у нас такая тестовая рыбалка. Недалеко от дома, буквально на часик. Погода еще не очень хорошая. Еще достаточно холодно, 4 градуса. Ночью было минус 4. Скорее всего, рыба не будет сильно активной. Я первый раз на этом озере. Вот. Будем пробовать, смотреть. Проблема ловли в США, то что здесь везде очень много людей. На всех таких локациях, озерах, реках. Особенно если это где-то недалеко в городе. Очень много детей приходят половить. Вот я уже вижу 2 детей, которые ищут место, недовольны. Ну, не недовольны, расстроены, что я занял этот мостик, видимо. Ищут какую-то другую локацию. Но я долго стоять не буду. Пойду еще по берегу искать. Сейчас я попробую. Сегодня у меня первая вот такая вот колебалочка. Здесь ее видно. От Пантон 21. Одна из моих любимых. 12 грамм веса. У меня такой немножко жесткий поводок. Я в прошлый раз ставил флюрокарбон, который делал сам. Но они у меня подрывались, потому что я, наверное, плохо сделал петли. Поэтому что? Сегодня мы будем пробовать. Следующую я хочу взять какую-нибудь классическую вертушечку. Что-нибудь небольшое, хотя ветер такой прям в лицо. Конечно, это меня не очень радует. У меня в прошлый раз вот эта вертушка сработала по окуню. Тоже Пантон 21, у меня в основном все Пантон 21 вертушки. Есть что-то Blue Fox. И есть немного... что-то еще забыл. Надо глянуть. Здесь достаточно часто ловят рыбу, поэтому я решил попробовать. Немного времени. Поэтому будем смотреть. Да, сразу, конечно, намного ближе она летит. Полет намного ее ближе. Вот. Но ничего страшного. Блин, ну правда я не поменял цвет. У меня был коричневый сейчас. И такой же коричневый цвет я и поставил. Ну ничего. Многие рыбаки говорят, что цвет это, наверное... Недавно я смотрел видео какого-то рыбака. Я мне говорил, что цвет это 5-е. Он говорил, что это 5-е. 5-й критерий. Да. Ну, он там больше про джиг рассказал, потому что я, в принципе, в спиннинговой рыбалке не прям большой мастер. Только увлекаться спиннингом начал больше в Америке, потому что здесь это must have. То есть никто не ловит на поплавок. То есть потому что очень маленькое количество нехищной рыбы. Да, то есть нету здесь плотвы, есть шайнер, да, но нету там подлещика, леща, плотвы. И из-за этого самый популярный вид ловли здесь, не считая там океанской рыбалки, тоже поедем, но не считая океанской рыбалки, здесь, конечно, самая популярная рыбалка — это рыбалка на спиннинг. Вот. Поэтому здесь я увлекся больше спиннингом, и вот об этом буду снимать видео, рассказывать свои мысли. Буду слушать, что мне будут советовать другие рыбаки. В принципе, не знаю, что будет со звуком, потому что сильный ветер, и, скорее всего, он дует прямо в камеру. Поэтому не знаю, что будет, но посмотрим. Сегодня у нас такая пробная рыбалка.
Первый раз я с камерой. Вот. Я не большой фанат вообще джига, хотя когда я из Беларуси, когда я работал в Беларуси в рыболовном магазине достаточно долго. Наверное, джиг это самая популярная такая наживка на спиннинг. Больше всего ее любят рыбаки, и последние годы, по крайней мере, когда я ловил, джиг был самой популярной наживкой. Самый популярный для спиннинга. Вот. Но, к сожалению, кроме мелкого окуня, я на джиг ничего в Беларуси не ловил. И я небольшой знаток ступенек, всяких проводок. Поэтому мне еще предстоит этому научиться. Тяжело бросать, ветер прямо в лицо. Неприятно, конечно. Ну, это разведывательная такая рыбалка сегодня, ровная, чтобы камеру выгулять, самому не сидеть дома и посмотреть вообще, что получится у меня сегодня. Что, наверное, надо эту блесенку поменять, пробовать что-то помельче поставить. Может быть, здесь какой-то, я знаю, есть окунь наш. Yellow perch. Может быть, я неправильно произношу, но ничего страшного. Так, я хотел поставить что-то белое и что-то поменьше. Ну, блин, совсем маленькие, типа нулевки там не будут лететь здесь. Слишком сильный ветер сегодня. Поэтому мы попробуем. В прошлый раз, кстати, я еще не большой фанат таких кислотных цветов, но в прошлый раз я словил именно на кислотную. На Мэпсик, вот, я вспомнил. Мэпс, вот такой аглия, такой расцветки. Я небольшой любитель, почему-то мне всегда хочется больше ловить на натуральные цвета. Но в прошлый раз, когда не было поклевок, где-то несколько часов я гулял, не было поклевок. И, конечно, эти маленькие блесна, они вообще не летят. Ну ладно. Мы будем пробовать, смотреть, что у нас сегодня получится. Ну, конечно, в воде она очень красиво видна. И я думаю, что в яркую такую солнечную погоду внимание она очень хорошо привлекает. Но заброс. У меня еще и спиннинг такой достаточно жесткий для таких. Я покупал такой более универсальный на первое время. Не думал, что я все-таки буду здесь увлекаться спиннингом, и поэтому покупал на первое время такой универсальный спиннинг с таким разбросанным тестом. Вот. И что получается у нас? Что мелкие приманки в ветреную погоду, конечно, тяжело забрасывать. Но ничего. В этом году я, возможно, я обновился к катушечку из Алдайву. Вот. И в этом году, возможно, обновлю и спиннинг, возьму что-то более мягче, легче, чтобы ловить и на мелкие блесны тоже, чтобы не только большими блеснами бросать. Ну, посмотрим. Смотрим. Так. Ну что, попробуем все-таки что-то поменять. Поставим что-то поменьше. Да, конечно, еще весной как будто бы и не пахнет. Солнышко такое обманчивое светит сегодня. Но ветер ледяной просто. Так, следующая наживка будет тоже вот Blue Fox. Такая. С точечками. Я на нее щучку доставал.
Поэтому попробуем. Посмотрим, что получится. Конечно, хорошо, когда ты ловишь не на спиннинг, а там на фидер или на что-то, ты можешь включать камеру непосредственно, когда уже случилась поклевка, чтобы показать, как ты рыбу достаешь. Со спиннингом так не получится, потому что здесь сам интересен процесс именно как ты рыбу поймал. Пробую. Ну, невозможно, а попробуй. Так, я кидал здесь колебалку, я кидал здесь такую. Можно попробовать. Так, это у нас была троечка. Да, ветер, порывы ветра страшные сегодня. Прям даже холодно. Хотел какую-нибудь двоечку попробовать. Ну, есть такая вот. С кислотными пятнами. Можно попробовать ее. Ой, что-то тут все запуталось. Где-нибудь, если бы место было потише, я бы даже нулевку кидал. Я знаю, что здесь много окуня. Нашего желтого перча. Можно было бы на него поохотиться. Поискать. Но пока как-то так. Я знаю, что там дальше есть мостик. Впереди. Там еще и детская площадка просто. А это меня уже не так привлекает. Ну да, двоечка совсем не летит. Так, пару забросиков сделаем, потому что глубины здесь нет. По крайней мере, тут, где я сейчас стою. Я вижу, что тут такое пляжное песочное дно. И как будто бы нет смысла от этих забросов вообще. Но в прошлый раз у меня поклевка щуки случилась прямо под берегом. Щука была такая достаточно, не знаю, по весу я не брал весы. А щуку сразу выпускал. Поэтому не знаю, что там было по весу, но была неплохая. И она взяла прямо у берега. Так, я попал прямо под эту корягу. Надеюсь, за нее я не зацеплюсь. Будет обидно. За единственную корягу в воде уже здесь уже волна от ветра, как на море, бьет. Да, все, нет смысла от этих морсков здесь. Жека не летит. Давай, ешь.
Есть! Есть, ребята! А-ха-ха! Есть! Опа! Смотрите, смотрите. Ха-ха. Вот вам и джиг. Вот вам и джиг. Хорошо гнет. Пока не вижу, что там. Вот вам и джиг. Я попробовал то, что мне говорили. Могу понять, что за рыбу, слушайте. Как будто карп. Карп! О, обалдеть! Это карп. А как его достать? У меня только щипчики. Это карп. Ребята, на джиг. Небольшой карпик. Ну как, не небольшой? Хороший. Ну не, небольшой, да. Пусть пытаться сейчас мы его здесь кое-как. Тихо, 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 тихо. Стой, стой. Вот у нас что получилось сегодня, ребята. Под конец рыбалки все-таки на джиг, на то, на что я не рассчитывал. Вот такой у нас получился карп сегодня. Вот, наверное, так будет лучше его видно. Попробую сейчас я сделать фотографию его и отпустить. И отпускай. Беги. Спасибо. Ты спас мою сегодняшнюю рыбалку. На что? Это, знаете, я не знаю, второй раз подряд у меня срабатывает такое правило, что рыба берет на то, на что я вообще не рассчитывал. То есть вот такой джиг. Даже где-то я потерял. Ничего себе. Интересно. Даже чебурашку потерял от него. От вот этого вот джига. Вот это прикол. Да, вот остался карабин. А джига, самого груза нет. Все. К сожалению, на сегодня все. На сегодня все. Эта рыба была последней. Надеюсь, это видео выйдет в итоге. Я его скину. И пора мне уже ехать.